Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Водолей. Давайте посмотрим, что же ожидает наших водолеев в первой половине месяца августа. Какие карты вам сегодня выпадут на период с 1 по 15 августа. Итак, я напоминаю, пока я перетасовываю колоду, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду знать, что я не зря записала этот расклад, что он вам подошел, что он вам понравился и что вы нашли что-то общее с вашей конкретной ситуацией. Итак, давайте посмотрим, что же у нас ожидает водолеев. Первая карта, которую мы видим здесь, это карта шестерка мечей, это карта перемен, карта каких-то изменений в вашей жизни, которые происходят в этот период времени, и вы с удовольствием к этим изменениям готовы стремиться, вы проявляете интерес, любопытство. В целом вы отдаляетесь от какого-то трудного или сложного периода в вашей жизни. Кстати, у кого-то здесь может быть даже какое-то как путешествие, возможность куда-то ехать, возможность ехать куда-то, где вам спокойнее, где вам лучше, где вы чувствуете себя более счастливыми. Возможно, так. Поэтому шестерка мечей — карта хорошая. Это как хорошее путешествие или хорошая возможность, хороший шанс на удачу, которую вы используете. Достаточно хорошее, позитивное такое начало нашего расклада. По крайней мере, вы работаете над тем, чтобы что-то поменять в своей жизни. Следующая у вас есть шестерка жезлов, карта победы и успеха, каких-то достижений, которые вы чувствуете после того, как работали над чем-то, может быть, трудились. То есть здесь есть такое общественное признание ваших усилий, возможность быть в центре внимания. Если вы куда-то приезжаете, опять-таки вас там очень рады видеть, вас любят, вами восхищаются, вами гордятся. То есть здесь очень хорошая карта, вас с чем-то поздравляют. Это может касаться каких-то достижений в работе, может быть, в любой другой сфере жизни, но в любом случае это перемены. У кого-то, кстати, даже повышение по должности может быть, тоже как перемена в плане работы. При этом здесь у вас есть также десятка мечей, карта завершения тяжелого периода. То есть вам нужно здесь понять, что завершается период какого-то отчаяния или стресса, и вы наконец-то уходите из этого дискомфортного состояния, этот цикл заканчивается, завершается, и вам пора подняться уже, отряхнуться и двигаться дальше, соответственно, по этой шестерке мечей. И следующая карта, которая у вас здесь есть, это карта тройка жезлов, карта ожидания лучших событий или перемен. Вы стремитесь к еще большим достижениям, и поэтому шестерка мечей здесь движется к новым берегам, и он смотрит здесь вдаль, потому что есть большие грандиозные планы, и вы с уверенностью смотрите в будущее. Возможно, готовы делать сейчас какой-то решающий шаг. Соответственно, в этот период, опять-таки, может быть, куда-то поехать или посмотреть в будущее, да, свое, увидеть долгосрочную перспективу и понять, какие шаги и действия вам нужны для того, чтобы прийти к новым победам, новым успехам, новым достижениям, потому что по десятке мечей этот цикл вы завершаете, он уже для вас является пройденным. Девятка кубков, карта радости, праздника, какого-то счастья, и тут же четверка мечей. Можно сказать о том, что да, вы смотрите куда-то там за горизонт и смотрите в будущее, думаете, да, о следующих шагах, но, возможно, пока что ничего не предпринимаете, потому что вы сначала хотите либо дождаться какого-то события, которое вы ждете по тройке жезлов, либо поразмышляйте о ситуации и тогда уже начинать действовать. То есть пока что вы как будто в режиме такого вот отдыха, потому что четверка мечей — это пауза, но девятка кубков — счастливый отдых, душевное спокойствие, период отдохнуть, восстановить силы. Именно вот знаете, как будто по девятке кубков чем-то себя порадовать, не напрягаться. Может быть, какой-то отпуск вы здесь ушли, возможно, так. То есть вы отдыхаете, восстанавливаете силы, и этот период ожидания, он для вас не является какой-то паузой вынужденной. Это такая стратегия ваша. Время, когда вы должны исцелиться, остановиться перед тем, как двигаться вперед. Потому что, очевидно, что-то здесь было по десятке мечей не очень приятное, поэтому вы находитесь в этом периоде
переходном исцелении и должны от этого стресса как-то излечиться, да, то есть понемножечку от этого стресса отойти перед тем, как делать дальнейшие, следующие шаги. Следующая карта у вас карта колесница, смотрите. Колесница, поездка. Действительно, вы можете куда-то ехать, или вы куда-то сейчас приехали только недавно, и тут же карта короля кубков. Опять-таки много позитивных эмоций, которые вы испытываете на этом продвижении вперед, на этом рывке вперед, который вы делаете. То есть вы не должны суетиться, вы должны здесь сделать паузу, поехать куда-то, отдохнуть, заняться какими-то приятными делами, которые зарядят вас энергией, вдохнут в вас вот это ощущение жизни, которое вам необходимо просто сейчас. То есть вам нужно здесь насладиться тем, что вы уже сделали огромную работу, и шестерка жезлов тому подтверждение, и радоваться тому, что у вас уже есть благодаря этой работе, плюс опять-таки настроиться на то, что вы будете двигаться к новым каким-то достижениям, новым переменам после этого отдыха. Поэтому колесница показывает опять-таки этот переходный период и показывает, что он будет набирать скорость достаточно быстро. И вы используете это небольшое затишье в начале августа, чтобы потом очень-очень быстро, стремительно у вас развивались события. Если что-то казалось медленным в прошлом, то сейчас будет какой-то значительный рывок вперед, хорошее продвижение вперед, и вот буквально вы как будто как за руль садитесь и куда-то едете, соответственно, управляете своей жизнью, принимаете решения и руководствуетесь чувствами, эмоциями, и вас радует то, что вы здесь делаете. Следующая карта — карта правосудия, карта справедливости, карта отшельника. Но опять-таки, когда я говорила про необходимость отдохнуть, сделать паузу, и четверка мечей здесь у вас также есть, она правда может показывать такое вот желание побыть в уединении, в затишье своего рода, в паузе, которую вы берете, и вам здесь нужно вместе с справедливостью, да, которая здесь есть, карта весов, как-то выровнять ситуацию. Возможно, в прошлом был какой-то дисбаланс или несправедливость, и, может быть, кто-то из вас ждал какое-то решение юридических дел или какой-то договор, чтобы подписать что-то или какие-то документы. То есть здесь происходит наконец-то перемена в плане этих документов или в плане этого вопроса, который касается закона и порядка. То есть здесь вот в любом случае это десятка мечей, она показывает, что этот период завершается, и этот стресс завершается, подходит к концу, и, возможно, да, это может быть не совсем такой легкий, немножечко травматичный, болезненное завершение цикла, но тем не менее это вот уже вас как будто бы не касается, и вы готовы по карте отшельника от этого уже наконец-то уйти, отстраниться. Давайте посмотрим еще. Есть еще четверка пентаклей здесь под десяткой мечей. Десятка мечей вместе с четверкой пентаклей, возможно, говорит о том, что да, вы удаляетесь от руин каких-то прошлого, соответственно, как бы это трудно и болезненно не было, но уже оставляете это позади и не хотите оглядываться назад, потому что вы смотрите вперед, вы движетесь вперед. Но четверка пентаклей здесь показывает вашу защитную энергию, когда вы хотите все козыри при себе держать, то есть вы защищаете свои ресурсы, или финансовые, или материальные ресурсы, или ресурсы энергетические, там здоровье, ваши нервы, в конце концов, ваши чувства. То есть у вас есть то, что дает вам чувство безопасности, чувство защищенности, защищает ваше сердце, вашу душу, все что угодно. И поэтому здесь эта четверка пентаклей, соответственно, показывает, что вы выстраиваете границы самосохранения. Ну и это, в принципе, совсем даже понятно после десятки мечей, которые здесь есть. И следующая девятка мечей еще мечи. Так, шут. Новое начало, новый путь. Опять-таки акцент на путешествие, на поездку. Возможно, здесь вы, правда, куда-то едете, путешествуете и готовы с легкостью начать новый путь, как будто бы обнулить ситуацию, начать новый этап вашей жизни, новое какое-то движение. Вы готовы здесь открытыми быть к переменам и с интересом их воспринимаете. Также вас не пугает неопределенность, которая вас может ждать впереди. Вы стараетесь ее структурировать во что-то определенное, то есть придумать план действий для себя вот в этой вот паузе, которую делаете. Тут же есть четверка кубков, паж кубков, возможность, которая вам дается для этого.
Королева мечей, воздушный знак, да, и карта смерти, завершить какую-то стрессовую ситуацию. Правда, у вас здесь может быть хорошее творческое начинание, или вы можете, знаете, при каком-то получении предложения как будто сопротивляться, сомневаться, нужно ли оно вам, потому что у вас был травматичный опыт, и вы немножечко обижены и расстроены из-за этого, и не знаете, принимать ли какую-то новую возможность, то есть выстраиваете четкие границы перед какой-то возможностью, которая вам дается. Хотя вам дается любовь, творчество, какие-то хорошие предложения, и вам, скорее всего, нужно их принять, то есть проанализировать все поступающие предложения и не позволять своему сердцу закрыться. Вам нужно с легкостью принимать новые предложения, новые возможности, потому что здесь может даже, как у кого-то одинокого, новые отношения появиться. То есть что-то новое начаться, и вы должны позволить этому счастью случиться в вашей жизни, то есть позволить открыть свое сердце этому событию. И по королеве мечей не быть чересчур жесткими, не отсекать то, что вам здесь дается по этой королеве мечей. Понять, что тот цикл уже позади, вы трансформируетесь, вы серьезно меняетесь в этот период времени. И эта карта смерти, она говорит о вашем внутреннем преображении, о воплощении вашем, да, и вы здесь меняетесь очень быстро, причем уверенно меняетесь, и меняетесь в лучшую сторону, к более сбалансированному состоянию переходите. Поэтому карта достаточно у вас хорошая, замечательная. Я на этом с вами сегодня прощаюсь. Желаю всем всего самого наилучшего в первую половину месяца августа. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. До скорого!